Меня зовут Юлия. Я приглашаю вас в волшебный мир шелковой флористики. В этом видео я познакомлю вас с хризантемой. Перед вами выкройка. Всю информацию о работе с ней вы найдете в описании к этому видео. Первый этап в работе – окрашивание. Я пользуюсь японскими капельными красками. Чтобы вам хорошо был виден цвет, я окрашиваю все детали цветка на белой бумаге, но лучше окрашивать на газете и перекладывать на невпитывающую поверхность, например, файл. Перед тем, как приступить к обработке деталей, нам необходимо их подготовить. Срезаю скобу у основания лепестков. Наношу клей софт на плотный файл и прикладываю лепесток изнаночной стороной к клею. Переворачиваю его и накрываю второй частью лепесточка. Для лепестков, которые на выкройке обозначены с проволочкой, я беру проволочку 33 флористическую, разрезаю ее на 3 части
И предварительно обвожу выкройку на лепестке, для того, чтобы я видела, куда мне нужно вклеить проволочку. Наношу клей на проволоку и вкладываю в каждый зубчик лепестка. Теперь точно так же, как и маленький лепесток, я нанесла клей софт на файл, приложила лепесток изнаночной стороной и дублировала подготовленный лепесток. Теперь я вырезаю по выкройке склеенный лепесток. До обработки все склеенные лепестки необходимо поместить либо в контейнер, либо в файл. Они должны остаться влажными к моменту обработки. Обвожу уже склеенный маленький лепесток по выкройке и вырезаю его.
Точно так же я поступаю с зеленью для хризантемы. Я беру проволочку 28, разрезаю на 3 части. Проволочка должна быть зеленого цвета, ее можно либо самостоятельно окрасить, либо купить готовую уже проволоку зеленого цвета. Наношу клей на поверхность, прикладываю изнаночной стороной листочек, переношу его, вкладываю проволочку на 2/3 внутрь листика и накрываю кусочком органзы либо тонкого шелка. Также поступаю с деталью чашелистика, но деталь чашелистика мы дублируем без проволочки. Обвожу все детали по выкройке и вырезаю их. Полосочку из шелка, которую мы предварительно подготовили, я нарезала зубчиками, и теперь могу приступить к обработке. Обрабатываю широкой японской пяткой. Сверху слегка подкручивая, заворачиваю зубчики на себя. Все лепестки хризантемы обрабатываются 2 насадками. Это ультратонкая пятка и широкая пятка. Я покажу обработку на самом маленьком и самом большом лепестке. Ультратонкой пяткой мы проходим по верхним зубчикам. Берем широкую пятку и плавными движениями, подворачивая зубчики на себя, ведем инструмент вниз. На большом лепестке хорошо видно, как я обрабатываю верх каждого зубчика. Таким же образом обрабатываются все лепестки нашей хризантемы. Очень важно, чтобы все детали до обработки оставались у вас слегка влажные. Обрабатываю все детали нашего цветка на полужесткой подушке. Веду инструментом плавно, без нажима. Очень важно, чтобы не получались складки, оборки по краям зубчиков. И помогаю второй рукой, подворачиваю каждый зубчик на себя. В самых больших лепестках
Несколько зубчиков можно обработать с изнаночной стороны. Это будут самые отходящие лепестки, и при сборке вы увидите, для чего это можно сделать. Зелень обрабатываю ножом и ультратонкой японской пяткой. Обрабатываю на полужесткой подушке. С лицевой стороны провожу лучики ножом, переворачиваю на изнаночную сторону и по краям листочка делаю небольшие касания ультратонкой пяткой. И листочек все время кручу. Лицо, изнанка, лицо, изнанка. Мои листочки из Мелтона, и они чудесно обрабатываются горячим инструментом. Не требуют какого-то давления на инструмент. Очень мягко обрабатываются. Таким образом я обрабатываю все листочки для моей хризантемы. Теперь обработаю элементы чаши листика. Точно так же с лицевой стороны касаюсь ножом одинарным от основания, веду лучики вверх. Переворачиваю на изнаночную сторону и делаю по 2 касания на каждый зубчик, так как мы это делали на лепестках хризантемы. После того, как я обработала все детали, я могу приступить к сборке. Я беру пенопластовый шарик, делаю отверстие шилом. Диаметр шарика приблизительно 2 сантиметра. В отверстие продеваю проволочку 28, скручиваю у основания шарика. Наношу клей на небольшой кусочек органзы и хорошо натягиваю его на шарик. Теперь наношу клей на полосочку и начинаю наматывать на шарик. Сердцевину эту в большой хризантеме видно не будет, но
эта технология поможет вам сделать бутоны для хризантемы. Сердцевина готова, и мы можем приступать к сборке цветочка. Начинаем подставлять самые маленькие лепестки. Вся сборка очень простая. Все лепестки мы подставляем по кругу, один за одним. Здесь особо комментировать нечего, лучше просто внимательно посмотреть. Единственное, что я хочу еще заметить, что при сборке большие лепестки у основания я обрезала приблизительно на сантиметр, может быть на 1,5. Это зависит от обработки лепестков. Вы должны их приложить к основанию цветка, и тогда вам будет понятно, сколько нужно обрезать каждого лепесточка.
Цветочек готов. И теперь нам нужно сделать стебель и приклеить листочки. Для этого к основанию цветочка я подставляю проволочки 24 или можно взять проволочку 26. Количество проволочки вы определите сами. У меня это около 8 штук. Голова цветка достаточно большая и ножка должна быть убедительная. Я обматываю проволочки бумагой, тэп-лентой. Хорошо натягиваю ее для того, чтобы не образовалось складок. Беру подготовленную полосочку, наношу клей. Мне удобно нанести клей сразу на всю полоску. Вкладываю стебель в середину полосочки и закрываю таким конвертиком стебель. Хорошо прижимаю пальчиками, прохожу пальцами вдоль всего стебля, срезаю лишнее и аккуратно обрезаю лишнюю ткань вдоль стебелька. Теперь соберу чашелистик. Наношу клей у основания с изнаночной стороны и один за одним прикладываю элементы чашелистика к основанию цветочка. Прикладывать нужно таким образом, чтобы самый уголочек немножко заходил у вас на пару миллиметров на стебель. И двигаясь по кругу, я приклеиваю все элементы чашелистика к цветку. Теперь добавим листочки. Я обрезаю лишнюю проволоку, наношу клей на основание листочка, клей наношу с лицевой стороны и прикладываю к стебельку. Хорошо прижимаю пальцами, фиксирую листочек. И также поступаю с двумя другими листиками.
Моя хризантема готова. Я надеюсь, что это видео будет для вас полезной и в ваших руках тоже расцветут прекрасные цветы.